ладно, да. Итак, всем привет на канале Беларусь Германии. И хочу сначала всех поблагодарить, кто смотрит мой канал, кто поддерживает нас, подписывается, ставит лайки, комментирует. Это очень приятно, наше сообщество становится все больше, по чуть-чуть, но скоро мы достигнем, наверное, уже 1000, поэтому вам огромное всем спасибо. И начиная с первой позитивной, положительной новости. Мои дети получили ПЦР-тест, результат, он негативный. Так что мы выходим наконец-то из карантина. Ну, не мы, мои дети. Мы с женой там и не находились. Некоторые там писали, что почему же вы ходите на работу, моя жена. Отвечаю, мы были не контактная группа, мы не обязаны были соблюдать карантин, так как мы привиты. Контактная группа был только Марк для Сони, поэтому вдвоем находились в карантине эти 2 недели. Но эти 2 недели поначалу были не совсем легки, потому что не было интернета, а потом все стало намного проще. Плюс у Сони это протекало все бессимптомно. Мы тестировались, жена на работе, я дома, и мы все время были негативны. И вот сегодня я тоже делал тест, я негативный. Так что не знаю, или то, что у Сони так это протекало в легкой форме, или то, что мы привиты, но нас это уберегло. Так как мы находились в одной квартире, да, Сонька, конечно, часто была изолирована, постоянно практически в своей комнате, в отдельно использовала другой санузел, но все-таки мы не заболели. Я этому очень рад. Так, на улице уже прохладно, как бы у нас 26 число, пятница, скоро 1 декабря, так что переберемся-ка мы лучше домой. Кстати, тут такая забавная ситуация недавно со мной приключилась. Звонят мне, значит, со службы поддержки Беларусьбанка. Но то, что я не являюсь клиентом Беларусьбанка, никогда не было, это меня еще, ладно, так насторожило немного. Потом смотрю на номер, мало того, что звонят по вайберу, еще с казахского номера. Я думаю, по-любому люди честные. Может, филиал переехал в Казахстан. Поднимаю трубку, мне в течение 2 секунд подается информация. За 2 секунды человек просто протараторил все, как свойственно не мошенникам, а честнейшим людям. Что с моего счета был совершен перевод на такое-то имя, которое я даже не расслышал, я не понял, как его зовут. Чуть ли не рассказал пол моей жизни за эти 2 секунды. Я говорю, стоп. Я думаю, буду играть по их правилам, люди-то честные. Я говорю, повторите еще раз, пожалуйста, с какого счета была списана там сумма на данного гражданина. Мне данный представитель заявляет, что мы не можем дать эту информацию, что мы не уверены, это вы или нет, поэтому мы звоним, чтобы вы или подтвердили, мы хотим проверить эти данные и внести какие-то, может быть, там исправления. Типа, назовите свой счет, номер, там все вот эти 3 циферки. Я говорю, слушайте, господа, говорю, извините за наглость, конечно, за мою, но вас имеют, сидя, когда вы находитесь где-то там у себя, или вы кого-то имеете? Тут просто я не ожидал службы поддержки Беларусьбанка. Но я просто задал простой вопрос, говорю, как вы кого-то или вас? Понимаете, да? Начался какой-то мат, меня начали куда-то посылать и бросили трубку. И я думаю, а как это так? Я вот все хорошо, служба поддержки Беларусьбанка самого. И нигде теперь не оставить, отзыв, типа, что мне нагрубили. Так что не ведитесь никогда. Первая суть мошенничества – это быстро-быстро говорить информацию, чтобы человек не мог ее воспринять вообще. И при вопросах о повторе уходить от ситуации. И особенно, когда тебе звонят на Viber, Беларусьбанк или на WhatsApp, без разницы, с казахского номера, это понятно, что что-то не так. Так что люди... Я думаю, это случалось с многими. Знаете, что любой банк никогда не будет у вас запрашивать данные по телефону. Придите в филиал, там общайтесь. Но это так, на всякий случай, потому что я понимаю, что это развод, и это было интересно человека просто там подколоть. А некоторые на это ведутся, особенно люди, которые в возрасте, так что будьте всегда осторожны. Но меня эта ситуация повеселила. Не знаю почему. Прикольно было. Злой какой-то сотрудник оказался. Послал меня грубо так. Ладно.
Ну, а теперь пару слов о предновогодней ярмарке. Это такая вещь, которая в Германии проходит каждый год, кроме прошлого года из-за короны не было. В этом году мы очень надеялись, что она будет, и она есть. В нашей земле ее не отменили. Хотя в соседнем городе, по-моему, в Хальберштадте или Вернигероде, я не помню, ее нету. Но не все так просто. Там ввели правило 2G+, что это значит? Что ты должен быть привит или переболевший, и вот только две эти категории людей, плюс эти категории людей должны еще пойти и сделать тест, что они негативны. Это с субботы начинает действовать это правило, пока просто 2G, и ты просто должен быть привит или переболевшим быть. Так что мы сходим, наверное, пока без теста, вот прогуляемся, просто посмотрим, как оно, ощутим ту атмосферу. Так что пошли. Я вот думаю, тут больше скорее заразишься от кого-то, кто гуляет, или просто от этого человека, который без маски и без перчаток все это делает. Деньги этими руками. И деньги берет этими руками, и сосиски, и все, вот это жесть. Ну, ладно. Я так что еще не только красивый, но и много чего умею. Мы решили с малым поиграть в Memory. Мы это часто делаем. Это его любимая игра, но благодаря этой игре я понял, что у меня напрочь отсутствует фотографическая память. Мне малой раскатывает постоянно. Суть игры просто вот картинки. Ты выкладываешь их рубашкой вверх, и потом одну открыл, вторую посмотрел и запомнил, надо собрать пары. Сейчас меня опять раскатает. Теперь папа. Ежики. Свинка. В итоге папа не сдался без боя. Вот это вот мое, это Марика. Я победил. Но он, победил. как всегда, победил. Блин, как он это делает? Молодец. Вот так. Так, вот и наступило у нас воскресенье. Сегодня мы съездим на Glas Manufaktur. Это завод по производству изделий из стекла. В особенности они сейчас специализируются в предновогоднее время на производстве всех новогодних игрушек. Я взял даже дрон, не знаю, там получится, не получится взлететь. Это как уже будет по обстоятельствам. Ну и заодно по дороге поговорим, что мы ощущаем после того, как посетили ярмарку. Без теста, правда? Мы еще успели, без теста. Да, что мы ощущаем и какие эмоции вызвало меня. Ощущения и эмоции, да. Так что ладно, пока что двигаемся на Glas Manufaktur. Ну что, выскажу я свое мнение о посещении ярмарки. Ну, как ярмарка новогодняя, да, она там приносит радость и веселье, все дела. Но те правила, которые сейчас существуют, мы успели еще попасть на правило 2G. Это когда человек должен быть переболевшим или привитым. У нас проверили наши инфпасы, прививочные паспорта, дали нам бант на руку, и мы зашли. Но на следующий день, с субботы, уже начало действовать правило, что я привитый, но еще должен типа идти и сдать тест, что я негативный.
тут закрадывается другой вопрос. А почему тогда та группа, которая не привита, не может тоже пойти сдать просто точно так же тест, и они негативные, зайти? Вот тут я логику вообще не понимаю. Когда они сначала пускают, что да, только 2 категории людей, окей, это все идет к тому, чтобы больше людей привилось, это понятно. Но тут логики нету вообще, это раз. Во-вторых, они так борются за распространение коронавируса, там, за всех заболеваний. Но, когда мы заказали, сосиску, нам человек, как вы видели, готовил просто без маски, без перчаток. Он этими руками берет деньги, потом берет сосиски. И вот это антисанитария просто колоссальная, как бы. Ну что стоит человеку одеть перчатки? И самое страшное, что это везде. Я прошел, посмотрел, никто практически не использует перчатки. Это обычные средства защиты. Нельзя контактировать и с деньгами, и с едой. Это что за бред? Боже мой, Германия, вы что так боретесь со всем этим? А когда ты начинаешь смотреть, как это происходит, эта борьба происходит только в масс-медиа и в каких-то там ущемлениях, и все. Не знаю, напишите свое мнение, может быть, вас там и завлекает, когда вам сосиску голыми руками кладут в булочку. Но мне это вообще никак не понравилось. Коронавирус — это Гринч, который украл Рождество. Вот именно. Ждите репортаж из стеклодувной фабрики. Давай, туши. Туши, контор. Так, все, приехали мы уже домой, надо сейчас по-быстрому перекусить. Будет у нас мясо, ветчина с омлетом, омлет, то есть с ветчиной. А что вечером будем кушать? Что? Что Бог даст. Это типа пиццу за бистро баран? Или что? Да, сейчас перекусим, и жена после дежурства, кстати, она сегодня только пришла к 9 утра, она еще толком не спала, мы сразу поехали на глаз-мануфактуру эту. И хочется сейчас перекусить и посмотреть какой-нибудь интересный фильм. Так, одной рукой достаю яйца, пытаюсь их не разбить и вам рассказывать что-нибудь. Кстати, что у нас еще произошло интересного на этой неделе, на выходных, точнее, мы съездили все-таки в Лейпциг, в Икею и купили кровать детям. Все, осталось только докупить на этой неделе матрас. И все, сборку кровати сейчас за пару секунд я вам покажу. Посмотрели? Продолжаем. Что еще рассказать? Наверное, будем уже заканчивать на этом влог. Говорить вам всем до свидания, хороших выходных. Вы смотрите вы это, скорее всего, в будние дни, поэтому хороших будних дней. И не болейте. Берегите себя, своих близких, жен, прекрасных мужей, детей. И любите друг друга. Все. Всем, что ты смеешься? А то смеется, не дает мне завершить мое великолепное видео. И до новых видео. Пока!